Привет, котовчанин! Сегодня мы с тобой поговорим про такую вещь, о которой ведутся вот прям нешуточные дискуссии. World of Warcraft уже почти 20 лет. И это по меньшей мере гигантский срок, учитывая, что WoW до сих пор регулярно обновляется, пытается осовремениваться всячески и остается одной из топовых MMORPG на рынке. Однако все это не может длиться бесконечно. Ведь не может. Так или иначе, но когда-то WoW нужно будет обновить более капитально, и под капитально я говорю, конечно, о каком-то сиквеле, о World of Warcraft 2. Тем более, что намеки на это появились, плюс разрабы взяли очень интересный курс, который тоже мягко намекает на некое глобальное обновление игры. Но, безусловно, 90% информации в этом видео это будут мои исключительно домыслы и моя аналитика, возможно, от слова анал, так что если вы не любите шизотеории, а также влажные мания фантазии, лучше сразу закрывайте видео. А если вы, как и я, хотите немножко поразмыслить и порассуждать, как это может выглядеть в современном мире, в этой современной игровой индустрии, то усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь. Сегодня мы поговорим и подискутируем с тобой на тему World of Warcraft 2, что это вообще такое будет. Сразу, конечно, после слова спонсора. Хочешь поиграть в современный World of Warcraft, но не хочешь платить оверпрайс через кучу костылей? Тогда тебе отлично подойдет UWoW, бесплатный проект, на котором ты найдешь версию по душе. На UWoW ты можешь играть в дополнение Легион, аддон, ставший для WoW вторым рождением, и который многие считают лучшим аддоном с гигантской кучей интересного контента. Классовые плоты, артефакты, мифик плюс, башня магов и многое другое. Но Легион не панацея. На UWoW тебя ждет в том числе прекраснейшая Пандария, идеальный аддон для тех, кому нравится более классический WoW, но не совсем олдскул. Пандария — самый чилловый и приятный аддон, в котором хочется отдыхать и познавать дзен. Ну и для любителей старого доброго, на UWoW тебя ждет гнев короля Лича с практически идеальной работоспособностью. UWoW позволяет тебе играть в WoW так, как ты хочешь. Погрузиться в суровую холодную атмосферу Нардскола, достичь гармонии и раскрыть внутреннюю силу в Пандарии или сразиться с самим пылающим легионом на твой выбор. Все это ждет тебя по ссылке в описании. Итак, к делу. Разговоры про необходимость World of Warcraft 2 витают в комьюнити еще примерно с 12-14 года, плюс-минус. Когда на рынок начали наваливаться более современные ММО, будь то Guild Wars 2, Elder Scrolls Online, Wildstar, Rift или, например, Arcade с БДО, то, конечно, WoW на их фоне в те годы смотрелся уже не так презентабельно. Причем с Guild Wars отдельно прикол, уже третью часть разрабатывают официально, и получается забавная ситуация, что Guild Wars 3 будет на серьезных щах конкурировать с первым World of Warcraft 2004 года. Например, тот же SWTOR где-то до выхода Легиона местами смотрелся гораздо круче Вовки. Но, опять же, итог мы с вами знаем. World of Warcraft хоть и с запозданием, но обновляется. Улучшается графика, заменяются модельки, текстуры, а также улучшается боевая система. Насколько ее вообще можно улучшить в таргет-системе. И со временем, когда более новые ММО начинают просто задыхаться, начинают помирать помаленьку, WoW просто подхватывает какую-то фишку у них, улучшает ее и при этом остается в лидерах. Таким образом, Blizzard пережила множество конкурентов, выиграла именно на долгой дистанции. Однако игровая индустрия хоть и очень вяло, но двигается вперед. И WoW становится устаревшим даже не на фоне каких-то сторонних проектов, с этим как раз все относительно окей, а скорее на фоне самой себя. За 20 лет в игре накопилось настолько много всего, настолько много старого, уже давным-давно заброшенного контента, огрызков систем, путаницы в таймлайнах, просто лютой катавасии в сюжете и вот этого всего, что гораздо проще собрать все, сжечь и построить заново. Нужен перезапуск, потому как распутать этот клубок почти нереально. Плюс Крис Мэтсон объявил, что сага о душе закончит гигантскую сюжетную арку, именно сага о бездне, о Титане Азерот и всем таком. Начиная от открытия первого портала и пришествия орков с Дренора, заканчивая чем закончится Last Titan, соответственно. И дальше, после года примерно 2030-го, начнется совершенно новая глава, новая арка, новая история. А это значит не только новый сюжет, но и, как мне кажется, этакий мягкий перезапуск World of Warcraft. А это значит не только новый сюжет, но и, как мне кажется, этакое подобие сиквела, который может подарить нам очень много интересного. Но что именно? Давайте, в принципе, рассмотрим, что нужно обновить у World of Warcraft. Первое. Это, пожалуй, старые локации, которые по сравнению с современными выглядят, конечно, ну, скажем так, очень лампово для олдов и по-домашнему знакомо, но для более-менее современных игроков уже крайне всрато. Где-то с Дренора локации выглядят еще более-менее, в Пандарии там уже чувствуется устаревание, а в Кате ниже вообще лютый вырвиглаз местами, которые хоть и там пытаются улучшать, но здесь нужно именно что-то капитальное. Примерно то, что нам предоставили в обновлении Dragonflight. Благодаря Dragon Riding Blizzard смогли сделать локации действительно масштабными как в плане размера, так и крайне интересными в плане структуры
текстуры. Ощущаются драконьи острова просто великолепно, лучше, чем какие-либо локации до этого. И, соответственно, подобная схема локаций нас ждет и в новом аддоне. Правда, там Близы разместят локации не на совсем горизонтальной плоскости, а скорее на вертикальной. И опять же, с учетом масштабов, это все будет выглядеть безумно круто. При этом Близзарды не собираются останавливаться. Уже официально заявлено, что в дополнении Midnight, следующем после War Within, будет полностью переделан Кельталас. Старый Кельталас, конечно, прекрасен по-своему, но это даже не 10-я часть той крутости и того эпика, который может получиться из нового. Вот просто обратите внимание на вот этот арт. Просто представьте, насколько масштабным может получиться эльфийское королевство, если его обновить как раз под новые реалии. Как минимум, Близы сказали, что эльфийские земли станут гораздо больше по размерам. И здесь хороший вопрос, насколько большими? На данный момент Кельталас представляет из себя 3 небольшие локации. Остров Кельданас, достаточно компактная локация. Леса Вечной Песни, тоже, в общем-то, локация красивая, но очень маленькая. Ну и Призрачные земли, тоже в целом стандартная локация классического World of Warcraft. Если это превратить в локации, схожие по масштабу и структуре Dragonflight'овским, насколько более детально можно воссоздать локацию из вот этих прекрасных артов, насколько больше деталей, энкаунтеров, эпика, потенциала для исследования можно сотворить. И даже если Midnight будет на старте исключительно построен на локациях обновленного Кельталаса, даже этого ревампнутого Кельталаса хватит с головой для старта дополнения. И как мне кажется, это только начало. Правда, важный момент, Близы пока ничего не сказали про обновление других локаций, будь то Восточных Королевств или Калимдора, при этом официально известно, что в Last Titan будет ревамп Нордскола. И это тоже просто охренительно. Если вы хотите посмотреть, как в теории может выглядеть частично ревапнутый Нордскол, опять же прилетайте на Драконьи острова на Лазурный погост и полюбуйтесь. А это всего одна локация, представьте, если ревапнуть весь материк. Причем не нужно даже ждать какого-то прям перезапуска игры. Близы уже сейчас ревампят локации и подготавливают этакую мощную базу. Делают ассеты и испытывают новые системы. И затем на этом фундаменте просто нужно будет обновить остальные локации классического мира, превратив их во что-то современное, масштабное, приспособленное для новых полетов, что станет одной из важных фич перезапуска World of Warcraft. Второй момент, который не мешает обновить в World of Warcraft, это даже не сколько визуальная составляющая, сколько техническая. И в принципе, какого-либо большого апдейта не требуется. Те, кто жалуется на графон World of Warcraft, либо просто не были в актуальных локациях, в их картине мира в WoW это до сих пор что-то угловатое, как вот на классике щаолды катают. Но, как понимает любой человек, который просто заходил в современный WoW хотя бы на БФА локации, это уже давным-давно не так. Но есть еще отдельная категория индивидуумов, которые докапываются до визуального стиля, но тут как бы ГГВП, вызывайте дурку. Графически WoW для MMORPG выглядит прекрасно, и во многом тут тащит именно фирменный визуальный стиль. Мне не нравятся ролики а-ля «воссоздал локацию из WoW на Unreal Engine 5». Смотришь на это и просто не понимаешь, а где тут WoW-то? Безусловно, у WoW уже достаточно старенький движок, и местами его костыльность очень заметна. Не Starfield, конечно, но тоже не первой свежести. Но менять его тупо. Он поддерживает рейтрейсинг, многопоток, 64-битный клиент, все современные фишки, алгоритмы, плюшки от Nvidia и AMD. На нем можно клепать практически нон-таргетную боевку. Его, как мне кажется, можно просто немножко перелопатить и перейти на более свежую его версию, как, например, перешел Overwatch 2 или CS 2. И то вопрос, насколько это рентабельно, насколько это целесообразно, потому что, как показывает тот же Dragonflight, на движке можно еще много крутых штук сотворить. Но в целом, допустим, Близзарды его немножко перетряхнут, окей. Графика станет чуть-чуть лучше, оптимизация чуть получше, но при этом у разрабов останется весь привычный инструментарий, а у игроков останется все тот же старый добрый WoW со своим плюс-минус привычным визуалом, механиками и прочим. К тому же, как мы знаем, Blizzard все никак не могут протонуть WoW на консоли, и частично в этом виноват движок, об этом, кажется, кто-то говорил из разрабов, но думаю, проблема порта на консоли лежит немножко в другом. И мы переходим к третьему пункту, что не мешало бы перетряхнуть в Варкрафте, это геймплей. Начнем с боевой системы. Конечно, здесь со мной многие могут поспорить, потому что боевка в нынешнем World of Warcraft буквально эталон классических MMORPG. И многие скажут, что не надо ее трогать, она отлично работает. И в целом окажутся правы. Поверьте моему опыту, а он все же не самый маленький, на рынке нет таргет или даже гибрид MMORPG, где боевка была бы прям вот сильно лучше. Хотя я играл и в Arcade, и в Ion, и Rift, и Саватор, и даже Wildstar на эмуляторе запускал.
Даже около нон-таргетные MMORPG Вову уступают, потому что делать свободное прицеливание скиллами мало. Нужны еще интересные ротации, интересные классовые механики, а с этим у многих игр большие проблемы. И посему вопрос: есть ли смысл обновлять боевку в WoW, если она в целом хороша, хоть и таргетная, и она будет достаточно актуальна, ну еще лет, не знаю, 7. Зато мог бы вписаться хороший гибрид с автотаргетом. Я частенько привожу в пример систему из Guild Wars 2 как одну из лучших, именно с точки зрения вот этой гибридности боевки, системы таргета. Еще есть пример хороший, это Wildstar. Имхону боевка Wildstar была нереально хороша для своего времени. И я выражал свои предположения, построенные исключительно, да, конечно, на сугубо моей мане-фантазной аналитике, что тот самый режим Plande-100, который полностью построен на телеграфной боевке и закидывании недругов проджектайлами, это как раз тот самый полигон, на котором и тестируется, и будет в дальнейшем тестироваться обновленная боевая система World of Warcraft. Плюс достаточно экспериментальные драктиры, о механике скиллов которых я неоднократно уже говорил на этом канале. В целом, как мне кажется, подобное улучшение отлично подошло бы для World of Warcraft, когда ты сможешь прожимать большую часть скиллов свободно и при необходимости фокуситься на конкретной цели. Структура контента. Во-первых, сюжет. Имхону он подается совершенно неудобно для новичка. Как мне кажется, WoW стоит поучиться у финалки 14 в будущем, где у тебя есть одна единая общая сюжетная линия, которая ведет тебя от начала и до конца. Это позволяет гораздо плавнее подавать сценарий, знакомить игрока с героями и событиями, а также гораздо меньше вырывать игрока из сюжетного потока. Нужно больше каких-то сюжетных инстансов, кат-сцен, озвучиваемых диалогов. Не нужно превращать, конечно, WoW в FF14 или в SO, это будет слишком душно, но просто чуть оптимизировать весь вот этот сюжетный путь для новичка. Сейчас у новичков гигантская проблема, когда они просто теряются в сюжете, теряются в этих куче таймлайнов. При этом у Хроми почему-то эти таймлайны идут не по порядку правильному. Хроми, что с тобой не так? В общем, все это можно улучшить. Ну и, соответственно, если ты уже не новичок и уже проходил этот сюжет, ты просто берешь его и скипаешь, как можно было сделать, например, в Shadowlands, где ты просто скипал сторилайн на 50-м и двигался дальше, качаясь на сайдах и локалках, либо там на данжах. Или, например, как можно скипать кампанию в Diablo 4, ну что-то вроде того. Так что подачу сюжета в WoW не мешает немножко улучшить, но боюсь, что сделать это можно только в условном WoW 2, где сюжет стартанет с такого как бы нуля и с совершенно новой истории. И под новой историей я подразумеваю реально новую. Новая арка, буквально ребут всего сюжета, как в каком-нибудь веке Зигмара фэнтезийной вахи. Ну, грубо говоря. Вот прям так, конечно, ребутать не надо. Хотя Сигмара сейчас неплохо доработали, если честно, я даже подумываю вкатиться. Неважно. В общем, весь старый мир, вся сага о Титане Азерот, длившаяся 20 с лишним лет, просто становятся старыми легендами. Одним словом, реально новый сюжет, новая история, новые герои. Это то, что необходимо в WoW в будущем. И под это все будет необходимо жестко переделать Азерот, плюс вводить что-то совершенно новое с точки зрения локаций, миров, по которым мы, соответственно, будем дальше путешествовать. Следующая проблема уже контентная. Как мы с вами видим, World of Warcraft не хватает так называемого Evergreen контента, то бишь вечно зеленого, который будет доступен всегда и будет актуален всегда. Близы это исправляют постепенно, в Dragonflight они, например, очень хорошо постарались, и этого будет еще больше в следующем аддоне, когда добавят те же варбанды плюс другие фишки. И как мне кажется, в WoW 2 этого всего будет только больше. Я бы сказал, что максимально на чем сосредоточатся Blizzard, это как раз Evergreen фишки, которые может крабить игрок вне зависимости от того, когда он пришел в игру. Этот контент все равно будет плюс-минус актуален. И это гораздо более правильный подход, чем вводить систему ради системы, которая все равно в следующем аддоне будет вышвырнута в мусорку. Not stonks. Хотя, конечно, классическую вертикальную прогрессию отменять ни в коем случае нельзя. Именно это позволяет WoW быть максимально реиграбельным каждый сезон. Каждый патч — это новый рейд, какой-то новый данж, плюс сезонный мифик плюс PvP сезон. Это та вещь, которая 100% останется и не изменится. Но вопрос в том, что будет именно с дополнительным контентом. И еще один момент, это, конечно, аддоны. Это, как мне кажется, одновременно и благо, и беда World of Warcraft. С одной стороны, возможность кастомизировать интерфейс штука невероятно важная. С другой, слишком много систем уходит именно на эти аддоны. Например, DBM настолько прирос к WoW, что без него, в принципе, в рейды не ходят. Та же Вик Аура, она очень удобная, позволяет отслеживать там любой прок, каждый баф, дебаф, любой таймер, отдельно все это оповещалкой, которую ты сам кастомизируешь. Окей. Но когда ты буквально настраиваешь
настраиваешь сраный интерфейс для убийства босса в мифике, это уже самое настоящее дрочево. И другой момент. Близзарды очень слабо занимались интерфейсом на протяжении кучи лет, отдавая все это на откуп игрокам. И вот только сейчас они начали его активно подтягивать. Но суть в том, что все равно, даже несмотря на обновление интерфейса, тебе все равно нужны аддоны на большинство систем игры. Одна из причин, почему в Diablo 3 или 4 нет лут-фильтра, это как раз консоли. Если шош портировать на консоли, аддонов быть не должно. При этом, если их просто отрезать, народ такого не переживет. Соответственно, нужна просто гигантская работа над интерфейсом, его переработка и создание этакого внутреннего инструментария, который позволит настраивать все это из-под коробки, и постоянное улучшение этого инструментария. Посмотрим, будут ли Близзы двигаться в этом направлении, и возможно это будет реализовать полноценно только с перезапуском игры. Пункт номер 5. Монетизация. Как мне кажется, рано или поздно, но Blizzard пересмотрят отношение к монетизации игры. В чем логика? Аддоны, как мы знаем, станут выходить немножко чаще. И за подписку вы, по сути, будете получать больше контента. Близзы станут чуть больше зарабатывать на аддонах, но по этой же логике чуть меньше на подписке. Как это можно компенсировать? Я, например, рассматриваю возможность заменить подписку на этакую опциональную, с Battle Pass'ом и Quality of Life фишками на примере ESO+. Логика здесь простая. Подписка стоит до сих пор те же $13. Это своего рода фикса, причем фикса уже очень, сука, много лет. Близзы этим, кстати, очень гордятся. Так вот, как поднять ценник подписки, ну, например, до $15, как в ESO. А то и $20, почему нет? Сделать подписку, конечно, опциональной. Вы сможете без проблем заходить в игру, если у вас когда-либо была куплена игра. Затем начнут выходить каждый год полтора аддоны, которые вы должны будете также покупать. И вы можете заходить на них без подписки. Пофармить какие-то системы, там, побегать в какие-то старые данжики. А за счет Evergreen контента, даже в старых и неактуальных локациях, у вас плюс-минус будет чем заняться. Будет какой-то контент, который позволит вам почилить и без покупки нового аддона, если вы пока не готовы его взять. Однако, подписка будет давать вам quality of life преимущества, не влияющие сильно на баланс, но делающие ваше пребывание в Азероте более комфортным. Ну вот чисто для примера, что можно накидать. Дополнительный слот для сумки, сумка для реагентов, доступ к премиум Battle Pass'у, жетоны торговой лавки дополнительные, там слоты под трансмогрификацию, ускоренный Hearthstone. Таких мелочей можно накидывать на самом деле достаточно много, но главное, безусловно, не переборщить. И те, кто и так проплачивал подписку стабильно, продолжат это делать, потому что у них остается же привычка и желание играть с максимальным комфортом. Но отсутствие обязательной подписки привлечет в игру много новых игроков, особенно если WoW выйдет все-таки на консоли, а я все-таки думаю, что рано или поздно это произойдет. И за счет этого увеличится доход игры, так как эти игроки будут покупать новые аддоны, а также опциональную, но чуть более дорогую подписку. Плюс такая схема монетизации позволит WoW пройти в тот же Game Pass, где, например, покупка базового WoW 2 не потребуется, если есть Game Pass, как это сделано с тем же ESO. При этом подписку в ESO на консолях все равно нужно проплачивать. То же самое это придется делать и с World of Warcraft, то есть база доступна в Game Pass, остальное доплачивать. В общем, как мне кажется, подобная система монетизации имеет место быть. Пусть мне и не очень нравится вот эта тема «доплачивай за комфорт», но я как бы башкой понимаю, она позволит многим людям играть в WoW хоть как-то, без необходимости оплачивать целый месяц ради, например, поиграть там с неделю. Но здесь, конечно, надо смотреть метрики и статы. Это как раз самый слабый и самый маловероятный прогноз с моей точки зрения. Но, да ладно, в целом мы обсудили плюс-минус основные проблемы World of Warcraft, которые нуждаются в обновлении. Перечислю еще раз. Ревамп Азерота — это такая перезагрузка всех старых локаций с новым дизайном под новые полеты и под новую сюжетную линию. Новая сюжетная линия соответственно, и не просто новая, а прям с хорошим таймскипом, в идеале в 100-2 лет. Улучшение движка игры, вследствие чего улучшится графония и оптимизация. Улучшенная боевая система, гибридная, с телеграф-системой и автотаргетом, но с возможностью фокусить там отдельные цели. Ну, к примеру. Конечно же, это порт игры на консоли. Улучшение Evergreen систем и Evergreen контента. Переработка политики аддонов. Ну и, возможно, обновление монетизации в игре. Это примерно то, что необходимо. И поскольку я вас забайтил названием ролика, давайте я дам свой этакий прогноз, свой анализ на тему того, как же будет выглядеть World of Warcraft 2. Давайте, собственно, порассуждаем. Вы справедливо можете задать вопрос, а зачем нужен какой-то сиквел к WoW, если большинство вот этих исправлений вполне себе легко накатятся на тот WoW, который есть уже сейчас. Согласен, это не совсем тянет на полноценный сиквел в привычном понимании. Это не та разница, которая была между FF11 и FF14, или между GV1 или GV2. Здесь даже и сиквел не нужен глобальный для этих обновлений. И вы будете совершенно правы. Этого сиквела полноценного и не будет.
Но есть нюанс. Все эти годы многие мечтают именно о полноценном сиквеле, как, например, там Diablo 3 и Diablo 4, совершенно отдельные игры, геймплейно и базово никак не связанные. Но этого не будет. Это совершенно невыгодно, пилить новую игру, которая вообще не факт, что взлетит, если ты можешь просто пропатчить старую, которую игроки любят и в которую активно играют. Но в чем плюс современной игровой индустрии с точки зрения игр-сервисов? Это новый взгляд на сиквелы. Недавний, не очень удачный, но все-таки пример — это Overwatch 2. Другой пример — Counter-Strike 2. Пример чуть более удачный, как мне кажется. Именно в онлайновых сервисных играх уже нет смысла выпускать совершенно новую отдельную игру. Ты потратишь целую кучу денег и времени, но получишь проект, который едва ли сильно будет отличаться от предшественника, потому что, к сожалению или к счастью, но мы упираемся в мощности железа, и рост этих самых мощностей очень сильно замедлился. И какой смысл пилить что-то с нуля, если можно грамотно обновить старое, сохранив всю базу, и продать это за плюс-минус те же деньги, как совсем новое? И, как мне кажется, всем просто пора забыть про World of Warcraft 2 в привычном понимании сиквелов. WoW 2 это будет тот же самый CS 2 или Overwatch 2. Та же самая игра, но хорошенько обновленная с точки зрения тех вещей, которые мы сегодня обсуждали. И если смотреть на такой подход к сиквелу, то мечты о World of Warcraft 2 становятся гораздо более реалистичными и гораздо более легко реализуемыми, что даже Blizzard с этим могут справиться. По крайней мере, те Blizzard, которые занимаются World of Warcraft. Они нынче, кстати, молодцы. В общем, это мои мысли, как будет выглядеть World of Warcraft 2. Мягкий и достаточно плавный переход от нынешнего WoW к обновленному, который позволит запустить новую историю. Когда мы его увидим? Ну, тут, конечно, вопрос хороший. В принципе, если Blizzard уже сейчас начали двигаться в этом направлении и инвестируют деньги майков в нужное русло, то как раз к 2030-му, после Last Titan, мы можем увидеть что-то настолько глобальное. Причем многие фишки WoW 2 уже появятся в WoW 1, то есть в нынешнем, для обкатки и чтобы сразу не вываливать на игрока чуть ли не новую игру, потому что это чревато. Нельзя рубить старую базу вот так вот радикально. Ну и это сделает классический World of Warcraft еще более востребованным, скажем так. Но вы можете написать в комменты, что вы думаете по этому поводу, как вы видите условный WoW 2 и что бы вы хотели в нем видеть. Пишите, будет интересно почитать. За просмотр, как всегда, огромное спасибо. Благодарю всех, кто поддерживает канал финансово на Бусти и Патреоне. Ваша подписка невероятно важна для меня. Не забывайте, что за любую платную подписку вы получаете доступ к спонсорскому закрытому чатику и другие мелкие плюшки. Также обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, там много дополнительного контента, регулярные конкурсы и прочие бонусы. До скорых встреч, пока!